Так, на часах 17:15. Мы опаздываем в аэропорт. По традиции стартуем от дома и отправляемся в наш путь на Сицилию. Короче, я ищу свой гейт, и тут... Да, тут типа C11. Я думаю, почему мы тут сидим? У нас же C10. Я встаю, поворачиваюсь обратно. C10. Я начал думать, что я схожу с ума. Но на самом деле они просто рядом. Из-за загораживающей рекламы не было видно второго. В аэропорту Цюриха нам пришла смс, что наш пересадочный рейс задерживается на 30 минут. Пиздец, нам, короче, продлили время еще на час. В часах 23:13, и наш полет отменили, и мы не можем перебронировать. И все альтернативы, они на послезавтра. И это полнейший пиздец. Типа, у нас и отель слетает, и бронь машины слетает, и Airbnb слетает. Это просто ебануться. Alternatives, and I tried several times to rebook, and it ended with error. Now I see only offers day after tomorrow. Question please here. We are here to organize the hotel for you. Короче, нам дали просто отель, мы так не перебукали через приложение. Попалася російськомовна жінка, яка просто сказала, що нас автоматично кудись мають перекинути на якийсь політ. І ми йдемо і все одно злі. Ну, будем завтра ругаться с новыми силами. Типа, я не знаю вообще, как эту ночь будем отдыхать. Забрали багаж, идем с нашим ваучером, где включен даже брекфаст на 20 франков. Интересуемся, что это он покроет хотя бы кофе в Швейцарии. Мы нас встречали в бизнес-классе этого отеля. Как вы прокомментируете сегодняшний вечер? Это стоило ожидания. Отель очень футуристичный. Я уверен, что он намного лучше, чем отель в Палермо. Бар, к сожалению, не включен в ваучер. Все это стоило бессонной ночи. Так, мы с вами на рум-туре из Цюриха. Ужасно помятые, побитые, неизвестно, куда мы дальше отправляемся. Однозначно лучше, чем комната в Палермо, которая нас ждала и которая уже отменена. Тут есть прекрасный вид на аэропорт. И все. И мы сейчас попытаемся просто позвонить в службу поддержки, потому что мы не ебем, когда у нас будет следующий полет и будет ли. До новых встреч. Надеюсь, это будет в Италии. Я думал, вот мы такие, вся дорога нас до Палермо, это мы вставим по 3 секунды, такие вот нарезочку такую пиздатую сделаем, блогерскую, такие шух-шух-шух-шух-шух, мы в Палермо, приезжайте, бенвенуто, типа аривидерчи, короче, а Палермо. На самом деле, блядь, я не думал, что эта история настолько затянется. Как вы думаете, куда мы идем? А мы идем обратно в аэропорт. Потому что... Забирати багаж, який ми вже забрали. Да, мы идем забирать багаж, который мы уже забрали, потому что в системе каким-то хуем она не отметилась, типа, как забранная. Идем на припашку, короче, идем на этот каунтер, и чтобы разбираться с ними, сказали, что, по идее, мы можем там же и ребукнуть этот самый. Есть альтернативы поехать 2 числа. Ні, не було першого, але тоді да, там было только одно место. Що Мені ми живемо здається, в Цюрихі тепер. У мене психоз, реально. У мене вже, знаєте, якийсь такий момент, коли ти типу смієшся без причини, бо ти не викупаєш крінжа по ходу ситуації. Мы пришли в аэропорт абсолютно пустой, и там нам никто не помог. В итоге еще раз через апку попробовал, были более или менее удобные даты на 1 число послезавтра. Я сразу же забукал. Завтра пойдем в customer сервис и будем что-то решать. Может быть, получится пораньше вылет, либо прямой вылет получится поменять. На крайняк, мы останемся еще одну ночь. То есть на прохлитку мы туда успеваем, машину мы только 1 день проебем, Airbnb 1 день проебем, но мы типа здесь живем бесплатно, поэтому окей, гуляем. Доброе утро, дорогие подписчики.
Это прекрасный солнечный день. Нет ничего лучше, как пойти ругаться с авиакомпанией. Звенислава еще пытается отторгать реальность всеми силами. Но на часах уже 8:30, и мы отправляемся искать завтрак. Спускаемся на ресепшн узнать, как нам бесплатно позавтракать. На завтрачное меню. Короче, я не знаю, насколько вам это интересно, просто обычная отельная еда. Типа, если кто-то когда-нибудь бывал в командировке, то абсолютно такое же, как везде. Вон лосось, хочу лосось. У нас есть большая пачка билетов. Мы пришли. Ваучерів. Тут еще есть ваучер на отель. Это другой отель был. И еще нам дали 2 проездных на весь день, типа, чтобы мы могли эксплорить Цюрих. Вот. И мы сейчас идем чекаутиться в одном отеле, чекиниться в другом отеле, и потом мы едем в Цюрих. Сегодня очень солнечная погода, и мы отправляемся в новое приключение. Мы едем с непробитыми билетами. Итак, мы с вами на очередном рум-туре бесплатных отелей от аэропорта. И тут мы с размаху влетаем в новый отель, который пониже классом, но все еще очень стильный. Рады, что комната уже свободна. Мы, короче, заселяемся чисто посмотреть немножко, пощелкать еблишком и ехать в город на бесплатном билете. Швейцария, конечно, такая скупая немножко, но посмотрите, тут вот и небо голубее, и травка зеленее. Ну, видно сразу Швейцария. Так, мы в центре Цюриха. И, как нам говорит чат GPT, который просит нас не унывать, что мы застряли в Цюрихе, он говорит, что прекрасно, что мы застряли не где-нибудь, а в Цюрихе, где воздух пахнет деньгами, а цены напоминают, что твое существование ничтожно. Как вы можете понимать, водичка в Цюрихе, она не просто красивая, она изумрудная. Бля, голуби просто чилируют на земле. Вендинговый автомат, где можно купить талоны для посещения туалета. Стоит 1,5 франка, это где-то 2 евро. Центральный центр города воскресного дня. Gottes der Ohrenherr zu hören. Dieser Mensch höre, der unter euch weise sein will. Dieser Mensch werde ein Jungfrau sein. На самом деле нихуя не видно, но там Альпы и вдалеке. Выглядит впечатляюще, поверьте мне на слово. Вон Альпенгольд, вижу коров. Короче, это ж типа все это вот это финансовый район банков. И это типа бык, кстати, он, короче, сечете. Смотрите, какие яйки у него. Тысяч. Ну, это самый близкий ракурс, который мы можем вам предложить. Все, теперь точно это самый близкий ракурс, который я могу вам предложить, не имея собственной яхты. Альпы. Зырьте, это ж типа холодец. Мы оказываемся на станции, выйдя просто из магазина. А мы на станции, потому что только на станции магазины работают. Сели на лавочке в парке, чтобы перекусить дешевыми товарами из магазинов. И к нам подсела бабушка Мария.
Мария. Она из Мексики, но она живет 40 лет здесь. У нее был очень плохой английский, но она очень радушно, очень душевно нам рассказывала про свою семью и про Швейцарию, про Мексику. Ну, И така відкрита жіночка, дуже класна. да, рассказала, где самые дешевые магазины, чтобы можно было выжить в Швейцарии. Да, пожелала нам не умереть от голода. Еще смотрите, сколько там голубей. На эту камеру, конечно, глубина так слабо передается. Итак, мы нашли в этом прекрасном городе заведение Zurich Fried Chicken. Все тоже очень дорого, но дешевле, чем в других местах. 28 франков, это 700 крон. Ну, в целом окей, но... Да. Подъемник на университетскую гору, там, где учился Альберт Эйнштейн. Мы в кибитке перед вагоном. Шли знающие люди, они начали их занимать. У нас є білет на транспорт на цілий день. Зараз буде суд. Смотри, домчики там. Да и, наверное, кайфуют, каждый день видят, типа тут, может, видели, как Эйнштейн на пары ездил. Но это лучшие места. Мы же на них не едем. Вы оцените это journey. Захопливих 60 секунд пройшло повз нас. 60 секунд пути прошли как 1 минута. Мы зашли в университет, потому что могли. Завжди заходьте всюди, де є відкрите. Щось, що могло би бути закрите. Блин, даже вообще там никакой проверки нету. Ты просто можешь зайти, а там прикольно. Там старинные эти вот аудитории. Пиздатый вид на город против солнца. Просто невозможно смотреть. Может быть, мы сюда вернемся. Реально задумываемся, что мы настолько рандомно попали в Швейцарию, вообще никогда не планировали, при этом бесплатно. Интересно бывает, жизнь поворачивается. Короче, один из самых дорогих городов мира, где недвижимость, типа, неизвестно, мы в самом центре города, тут везде ходят туристы, и здесь вот просто дом многоэтажный, и тут просто у людей, типа, лежат лейки для палисадничка, типа, вон там грильчик стоит. Тут такой какой-то странный контраст, мы как будто бы в какой-то, как бы, как деревне, только очень дорогой, по какой-то причине. Красивая деревня, безусловно. Кто-то раскумарил грильчик. Пахнет жареным мясцом и везде дым. Я уже столько нарезочек снял, я уже не знаю, нахуя нам еще больше. Решили купить магнитик, и это очередной магазин, где, сука, что угодно магнитики, типа Женева, Лугано, Женева, Тичино, Берн. Все на свете, кроме Цюрих. Такой вот вечер завершает день и ночь приключений. Блин, смотри, прям как будто выключается. На самом деле все даже неплохо допадло. Це навіть дуже добре. Закончилось. Потому что... Могло завжди бути гірше. Это правда в каждом шаге. И оно в какой-то момент становилось все хуже и хуже, и мы поверить не могли, что все может как-то так повернуться.
Доброе утро, дорогие подписчики, на дворе рабочее утро понедельника, число 1 сентября, и мы отправляемся в аэропорт. И надеемся, что у нас нет овербукинга. This one. No, like this. Like this. Yeah, this one. Вроде все окей, багажист дотыт. Мы теперь идем уже на посадку до Штутгарта. Я не знаю, слышна ли эта музыка, приятная, успокаивающая музыка. Под эту же музыку нам объявили, что наш рейс, которого мы и так ждали 2 часа с опозданием, отменен навсегда. И, в принципе, тема рабочая. Все были спокойны и умиротворены. Встречай нас, Штутгарт! Все, прощай, Штутгарт, мы летим в Палермо. Прямое включение из самолета, мы уже сидим здесь час. Я не знаю, просто не пытайтесь, покинуть Палермо, точнее, приехать в Палермо. Сказали, что техники проверяют технический осмотр, и самолет летит с задержкой, нас будут информировать. Короче, очень надеемся, что это закончится здравия. Встречай, Палермо! Это долгожданная встреча. Мы 3 дня стремились к нему. Итак, мы наконец-то на острове Солнца, апельсинов и древностей, на Сицилии. Стартуем из аэропорта Палермо. На острове их вообще около 10, но именно здесь нам было проще всего взять и потом сдать машину. Но в Палермо мы не задерживаемся и едем дальше сразу же, в первый город нашего маршрута. Мы в аэропорту меньше 15 минут, а мы уже даже забрали багаж. Я не верил, что мы их заберем вообще, потому что там такая, неразбериха была. Мы идем через парковку, везде стоят такие биточки от разных агентств. О, дивитесь, самолет летит. Короче, спустя какое-то время мы получили ключи на нашу машину. Вот это вот должна была быть нашей изначальной машиной. И в итоге мы увидели на парковке, что стоит другой Fiat 500. И это Fiat 500 Cabrio. И нам сказали, что он свободен. И за небольшую доплату нам предложили его. Этого красавца, надеюсь, мы не пожалеем. Ну что, машину мы запаковали. Потом я устрою обзор. Надеюсь, не краш-тест. Крышу открывать пока не умеем. Мы даже запихнули багаж, потому что в багажник он не влазит. Ну что, Звенислава, готовы к Дольче Вита? Пішли. Погнали! Buongiorno, Сицилія. Ми їдемо в Агрідженто. Дзвіна Санта. Поняв? Ми за 3 кілометри повинні приїхати в Агрідженто. О май гад, Jesus Christ! Діміс дуже красиво виглядав в живому. Итак, мы в Агридженто, городе, который когда-то был куда важнее, чем сейчас. Город очень старый. 2500 лет назад людей здесь жило больше, чем сегодня. Сейчас это спокойная сицилийская провинция с довольно низким потоком туристов. Buongiorno, Сицилия. Что-то я проснулся намного раньше будильника. Мы в Агридженто. Наконец-то дорога из аэропорта заняла где-то 3 часа. Мы взяли прекрасную машину, на нее будет видеообзор попозже. Почему мы вообще здесь находимся? Ну, во-первых, это отпуск. Но на самом деле одна из ключевых целей – это изучить Сицилию с точки зрения покупки недвижимости. И мы хотим посмотреть разные города и оценить их как-то с точки зрения, как они для жизни, как они для жилья, для отпуска, как они в плане заката. Главные критерии какие? Это должно быть жилье, в котором
можно находиться долго. Это жилье не чисто курортное, а я бы видел в нем жизнь вне сезона, когда есть очень жарко. Я, честно говоря, не вижу причины находиться на Сицилии в летние месяцы. Ну, например, весна-осень на Сицилии 300, даже больше 300 солнечных дней в году. Ну и раз уж мы на Сицилии, то хотелось бы все-таки, чтобы был доступ к морю, хотя бы на машине, хотя бы либо на скутере. Цены, конечно, варьируются. В идеале прям в пешей доступности от моря, с видом на море, в хорошем городе, но бюджет довольно ограничен. Я рассматриваю все такие города, где можно снять, купить недвижимость до 100 тысяч евро. Сегодня 2025 год. Такие цены реальны. Я не знаю, как будет потом, может быть. Скоро будут все квартиры стоить по 1000 евро, все перейдут в виртуальную реальность для жизни и обесценят реальные дома. То есть не факт, что я ее куплю, это скорее такое, как, я не знаю, как челлендж. Интересно посмотреть на город, на остров глазами вот именно какого-то инвестора, покупальщика квартир. Соответственно, что мы имеем? Это близость к морю, вид на море, хождение либо в каком-то городе, либо около крупного города, ну и бюджет, соответственно. И еще важно, что я не хочу покупать квартиру под ремонт, я хочу, чтобы это был дом, где можно сразу заселиться. Это тоже важно, то есть я рассматриваю жилье только для моментального заселения. Поэтому будем публиковать маленькие отчеты с каждого города, с каждого местечка. Интересно, что получится в итоге. Ну и сразу короткая справка. Мы живем в городе Агридженто. Он находится на холме. Сейчас почти что 8 утра. Ориентация на юг. Вот там рассвет подступает, а закат вот там за теми домами. Вот, поэтому хотелось бы, чтобы рассвет подступал позже, а закат наступал тоже позже. То есть, соответственно, виста маре, вид на море присутствует, хотя море довольно-таки далеко. Но, в принципе, на машине 15 минут до классных пляжей. Сегодня мы идем на проглядку одной квартиры. Надеюсь, там вид не хуже. Так, как я вам уже говорил ранее, мы отправляемся на просмотр квартиры. Подготовили вопросы на английском и итальянском. Я не знаю, как мы будем получать ответы. Подготовили переводчик, подготовили заметки. Чуть что, возможно, мы их просто скинем агенту, и он уже будет решать с ними. Короче, вон то есть дом. Вот, собственно, дом снаружи. Вот, и еще вызывают вопросы вот этот храм, который находится прямо около дома. Ну, вот, не знаю, насколько здесь часто проходят службы. А может быть, это будет музыка, это будет ангельское пение. Можливо, це причина того, чого тільки продають хату. Короче, мы поднялись на 3-й этаж, и мы заходим. Ну, потолки довольно высокие. О, есть батарея. Это вот маленькая комната, здесь только вот Иисус остался. Была какая-то как детская комната. Комнаты как будто бы не особо маленькие. Ну, не особо большие, но и не особо маленькие. Ну, вид, конечно, мне очень нравится. Ну, здесь вот подключение на кухню, но кухни нет. О, ванна. Ванна присутствует. И мы отправляемся на 2-й уровень. Ну, поработать придется. Ну и, конечно же, это балкон, это еще даже не терраса. И вид, боже. Там долина храмов, море. Что? Игорь. Colombia fanno festa. Тут мертвый голубь. Тут вот колокольня. Конечно, наверняка ебашат, типа, довольно сильно. Но они вряд ли, слушай, типа, ночью ебашат. Но это интересно, назначение вот этих вот штук. Типа, они собирают дождевую воду и потом моются ей, или для чего она нужна? Типа, экономить воду? И все. Лестница. Блин, это типа как 3-й этаж, это типа как 4-й по-нашему. Пара слов о квартире. Это был мой первый такой опыт, и мне просто хотелось понять, как вообще выглядит покупка недвижимости в Италии. Выяснилось, что даже местные риэлторы часто вообще не говорят по-английски. В
ход пошли мой скудный итальянский, Google Translate и, конечно, улыбки. Таких домов на Сицилии очень много. За конкретно этот просят 65 тысяч евро. И, кстати, он до сих пор выставлен на продажу. Комната для вручения дипломов. И тут мы не заметили декана факультета. Этому дому я в итоге сказал нет. Он мне очень понравился по фото и в реальности тоже не разочаровал. Планировка, размеры и в особенности вид на море были просто вау. Но хозяева вынесли из дома всю мебель. И хоть она и была дурацкая, но без нее невозможно заселиться сразу после покупки. А для меня это блокер. Мы покупаем сладости. Can we buy some sweets here? Мы зашли. Эти все штуки можно было выбрать. У послушницы очень хороший английский, на удивление. Надіюсь, це буде смачно. Сколько у нас? 40 евро. Нормально. Короче, они продаются по весу. Короче, можно купить все виды ритуальных принадлежностей. How much? 20 euros. Thank you so much. Набор сладостей от монашек. Слушай, давай красиво их сложим. Сладости от цистерианок. Короче, они по цене примерно 1 евро за штуку. Короче, очень вкусно, в основном все с фисташками. Воно дуже смачно. Вкус з фісташками. Враження, ніби ти І приїхав до баби. без яиц. Можливо, і без молока. Ну, Да. воно як пісне тісто, Да. але дуже смачно. Мы, короче, выперлись посмотреть на долину храмов и І не йдемо. скалу турков, но завтра стало супер облачно. Ой, дівчатки, що зараз буде? Ми зараз будемо без криші їздити. Возможно. Так, короче, я по гайду из Ютуба. 2 кнопки: открыть и закрыть крышу. Давай! Вау! Ну Я что, думала, що це... попробуем, действенный ли вариант? Ля Дольче Вита. А, подожди, что? она еще дальше едет. Уі! Ти-ти-ти-ти-ти. Маріо Карт! Реально схоже на якусь машинку з Маріо Карту. Просто не знаю, як це коментувати, але ми їдемо без криші над головою. На дрона снимать нельзя, короче, и даже его проносить на территорию нельзя. Ну вот поэтому я иду к машине, чтобы его сложить в машину. Самый короткий экскурс из долины храмов. Вход стоит 17 евро в весь парк, он очень большой, он там по 2 часа ходить. Вот. И мы не особо хотим ходить 2 часа, и мы не хотим платить 17 евро, и мы лучше это время потратим на прогулку по морю. Итак, мы подъехали к Скала дей Турки, и там была парковка за 6 евро за 4 часа. Но нам это не нужно, мы сразу же уехали, запарковались нелегально, под знаком «Парковка запрещена». Скала дей Турки, дрона я запускать даже не буду пытаться. На самом деле сама скала вот тут вот, ее нужно с той стороны обойти. Мы пробираемся вглубь, но все равно не можем понять, где спуск к пляжу. Вот этот пляж, он здесь вдоль всего побережья, вот просто вся Сицилия как будто окружена пляжами. От Агридженто ехать, ну, типа 12 минут, 15, наверное. Ну, еще какое-то время там спуститься туда-сюда. Ну, пляж офигенный, Скала дей Турки, прям рядом. Мы дошли до смотровой точки, которую нам посоветовал ChatGPT на Скалу дей Турки. Отсюда самый лучший закат, когда видно закат. Выяснилось, что по ходу можно заплатить вот тем ребятам инициативным, вон там они сидят, мафиози. И по ходу все-таки на эту скалу можно попасть в пешую. Денежки решают вопросики. И мы в
городе Порто-Эмпедокле. И мы на самой его, наверное, красивой части. Чат GPT его засирал на максимум и говорил, что типа здесь нету вообще ничего интересного. Сразу хочется отметить, что в этом городе менее солнечно, чем в Агридженто. Рисует Иисусов. Я не знаю, чем связано это. Короче, сегодня, походу, день этого святого загоревшего. Даже себя как-то неуютно чувствую в этой толпе. Так вот, знаешь, уже праздник. Белавия. Та улица, Виа Рома, она единственная такая вот оживленная, пешеходная, совсем на всем. Вот. А здесь уже такие домчики, конечно, обычные. И людей нету, и ресторанов нету, ничего нет. Еще в Порто-Эмпедокле чаще праздники, чем в Агридженто. Какие финальные мысли по поводу Порто-Эмпедокле? Это все-таки маленький город. И да, море рядом, пляж рядом. Но если есть машина, то нет смысла жить прям у моря. Причем как бы здесь море, здесь вот находится порт большой, и тут не находятся пляжи, прям как-то рядом. Квартиры, да, есть красивые, как бы, но в Агридженто все-таки, другой вайб. Агридженто это как, я не знаю, столица региона, и, не знаю, по-другому вообще ощущается. Вот как будто бы там вот есть древность, вот есть душа, а здесь, короче говоря, ты находишься недалеко от города, который типа в 15-10 минутах езды, который тоже, в принципе, не очень крупный. Получается, что здесь нет такой глуши, как если бы это был отдельный дом у моря, но в то же время это все как-то так неудобно сделано, что до всего нужно добираться в машину. Тот самый темненький Иисус. А, я думал, ты говорил про какую-то гипотетическую ситуацию. Ні, реально стояли 2 чоловіка. Трошки пройтися виглядає. Мы идем к ночному кафедральному собору. С нами мистер Пэс. Пока мы шли, мы застали какую-то семейную драму. Да. Зараз все розкажу. Там щось зв'язане з машиною. Чувак пхав руки у скло, хтось, походу, йому закрив руки. І вони почали кричати. І там такі, місиво було, що просто. Тепер вони приїхали під собор і сидять там, і нам дуже некомфортно. Да, что мы шли в том же направлении, и мы такие, старались не развешивать уши, но пришлось. На улицах везде мусор вывешивают на крючочках. Дикий огурец. На часах 7 утра я проснулся от того, что у меня подушка скатилась с кровати, и понял, что нужно идти снимать на дрон. Отсоединился джойстик, и у меня, сука, отсоединилось сердце. Никто меня не прогнал, вообще всем похуй. Заебись. Я очень переживал из-за съемки на дрон, и у меня реально тряслись руки все время. Но быстро стало понятно, что местные обращают на него внимание примерно как на бродячую собаку. Конечно, подъемов здесь дохуя. Вот и он.
Если вы слышите, мне не бьется сердце сейчас. Потерян сигнал, я надеюсь, его не спиздила чайка. А потом я вошел в такой азарт, что хотелось выжать из каждой оставшейся батареи дрона абсолютный максимум. Наша новая точка. Последние минуты перед отправлением наша малышка-жужелица стоит в теньке. Это был очень разумный шаг вчера. Мы прощаемся с нашим прекрасным видом на Агридженто. Корабли в небе парят просто. На самом деле есть что-то вот в этом ощущении, что мы находимся на вершине всего, что мы видим море от горизонта до горизонта и находимся сверху над ним. А теперь мы отправляемся в Рагузу. Мы отправляемся вместе в Рагузу. Материала оказалось очень много, поэтому я решил разбить видео на несколько частей. Следующая остановка – Рагуза, регион сицилийского барокко. Будет много остановок в разных городах, дрон, рум-туры, закаты и прокачка смелости для съемки в людных местах. До других пляжей тоже там в пределах 20 минут. Сюда еще раз. Это просто с ума сойти. Земля здригнулась, все зруйновано, та з попелу зросло барокко. С вами находимся на объекте. Это единственная запаркованная машина. Тут вода, чтобы типа поливать. Пиво, дико, фабрика, где шоколадные Тамчик, тебе би якраз голова вийшла. Нет, солнце зашло за холм. Но